Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня нас ждет очень эмоциональный и напряженный разбор событий, где отношения Аси и Парса снова оказываются на грани. Здесь уже недостаточно просто любви. Между ними появляется страх, ревность, чувство вины и тень Гюль, от которой Ася никак не может избавиться. Перед началом обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, как вы оцениваете поступки Аси и Парса. Нам очень интересно узнать ваше мнение. И прежде чем продолжим, хочу сказать вам огромное спасибо. Я прочитала все ваши комментарии и была очень рада тому, что вы отвечали на мои вопросы и с таким интересом поддерживали наши видео. Дорогие друзья, оказывается, нас действительно смотрит очень много людей из разных стран и на разных языках. И именно поэтому у меня появилась идея выпускать больше видео на том языке, который наберет больше всего голосов. Как вам такая идея? Если хотите принять участие, я оставлю опрос на нашем канале на разных языках. Вы сможете выбрать, на каком языке вам удобнее смотреть наши видео. Спасибо вам огромное за такую поддержку. А теперь к событиям. Начнем с Аси и Парса. На первый взгляд кажется, что между ними наконец-то должна наступить спокойная жизнь. Но именно здесь сериал показывает одну из самых болезненных сторон их отношений. Ася пытается оттереть пятно с одежды, но постепенно становится понятно. Речь уже давно не о пятне. Для нее оно превращается в символ Гюль, женщины, которая, как ей кажется, навсегда осталась между ней и Парсом. Ася срывается и признается, что больше не выдерживает. Она чувствует, будто постоянно наступает на разбитые мечты, а каждая новая попытка начать все сначала только причиняет ей еще больше боли. И вот здесь, на мой взгляд, сценаристы довольно точно показывают состояние героини. Ася ревнует не только к прошлому Парса, она боится его будущего, особенно когда речь заходит о ребенке. Она представляет, что однажды будет смотреть на собственного мужа и видеть не их семью, а Гюль и ее тень. Парс пытается убедить Асю, что все можно исправить. Но проблема в том, что словами здесь уже ничего не решить. Ася хочет не обещаний, она хочет почувствовать, что действительно является единственной женщиной в его жизни. И именно поэтому ее вопрос «Как ты собираешься это исправить?» звучит гораздо сильнее, чем кажется. А затем появляется еще одна неожиданная деталь. Кто-то оставляет сообщение с просьбой не выходить замуж и предлагает сбежать вместе. Такая сцена сразу заставляет задуматься, действительно ли прошлое окончательно осталось позади? Или человек, который все еще любит ее, готов пойти на отчаянный шаг? И вот здесь сериал снова играет на ожиданиях зрителей. Нам показывают подготовку к свадьбе, улыбки, разговоры сестер, прическу, макияж, фотосессию. Кажется, что впереди счастливый день. Но зритель уже понимает, за этой праздничной атмосферой скрывается совсем другая история. Особенно интересно наблюдать за Лейлой. Она видит, что сестра ведет себя подозрительно, получает сообщение от моего Саваша и явно что-то скрывает. И, конечно, возникает вопрос, кто именно стоит за этим сообщением и насколько далеко он готов зайти. Кстати, дорогие друзья, хочу спросить вас прямо сейчас, на каком языке вы смотрите наши видео? Напишите в комментариях, чтобы мы могли понять, из каких стран и на каких языках нас смотрят. И обязательно расскажите, на каком языке вам удобнее всего смотреть наши ролики. Мы обязательно прочитаем ваши ответы и будем очень рады узнать мнение каждого из вас. И еще один момент, который многие из вас спрашивали в комментариях. Почему мы не загружаем сериал полностью? Причина простая. Если полностью загружать серии, канал может получить проблемы с авторскими правами и в итоге быть заблокирован.
Поэтому мы стараемся делать именно обзоры, пересказывать самые интересные моменты и добавлять свое мнение. И, честно говоря, я сама во многом согласна с вашими теориями о дальнейших событиях. Судя по всему, история Аси и Парса еще очень далека от спокойного финала. Тем временем мы переносимся к семье Гюль. Асим возвращается после лечения, и здесь атмосфера уже совершенно другая. Семья благодарит Гюль за помощь и радуется тому, что он идет на поправку. Но самое интересное начинается тогда, когда разговор заходит о будущем самой Гюль. Отец уверен, что его дочь должна стать актрисой. Он смотрит телевизор, сравнивает ее с другими актрисами и буквально убежден, что Гюль станет звездой и сможет обеспечить всю семью. С одной стороны, это выглядит даже забавно и по-семейному тепло, но с другой, здесь чувствуется определенная опасность. Гюль получает все больше уверенности в том, что теперь ей многое позволено. А когда человек понимает, что его мечта может изменить его жизнь, он иногда начинает переступать границы, и именно поэтому я бы не стал недооценивать Гюль. Возможно, она еще преподнесет Парсу и Асе немало сюрпризов. А теперь возвращаемся к самому напряженному моменту. Гюль пытается связаться с Парсом, потому что ей нужен номер врача для ребенка. Но внезапно выясняется, что госпожа Султан уехала в Адану. На первый взгляд, обычная поездка. Но почему именно сейчас? Парс тоже замечает странность ситуации. А затем Ася слышит этот разговор и снова убеждается в том, что Гюль каким-то образом постоянно появляется в их жизни. И вот здесь происходит очень сильная сцена между Асей и Парсом. Ася говорит ему, что Гюль всегда будет между ними, каждую секунду, каждый день. Парс пытается ее успокоить, но Ася признается: «Я чувствую себя потерянной», и Парс отвечает, что тоже потерян. Мне кажется, это одна из самых важных мыслей этой истории. Потому что сейчас потеряны оба. Ася боится будущего, Парс пытается исправить ошибки прошлого, а Гюль словно продолжает двигать события вперед, даже когда ее рядом нет. И вот теперь главный вопрос. Сможет ли Парс действительно защитить свои отношения с Асей? Или очередная тайна снова разрушит их хрупкое доверие? Мне кажется, сценаристы специально подводят нас к моменту, когда одна маленькая тайна может полностью изменить отношения всех героев. И если вы думаете, что после свадьбы все станет проще, похоже, сериал приготовил для нас совсем обратное. Кстати, если вы хотите узнавать новости и интересные серии раньше других, подпишитесь на наш канал в ТикТок. Там мы стараемся публиковать самые интересные моменты и новости как можно раньше. Ссылка на наш ТикТок есть в профиле и в описании этого видео. И напоследок еще раз огромное спасибо каждому, кто смотрит, ставит лайки, пишет комментарии и поддерживает нас. Именно благодаря вам нам хочется продолжать делать эти обзоры. А как вы думаете, Гюль действительно станет главной причиной окончательного разрыва Аси и Парса, или у этой истории еще есть шанс на счастливый конец? Напишите свое мнение в комментариях. Обязательно почитаю. И прежде чем закончить сегодняшнее видео, я хочу еще раз сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку. Спасибо большое, что вы нас смотрите, оставляете комментарии и продолжаете быть с нами. Дорогие друзья, у нашего YouTube-канала уже давно отключена монетизация, поэтому создавать новые видео и продолжать работу над каналом становится непросто. Если среди вас есть те, кто хочет поддержать наш канал добровольным донатом, мы будем вам очень благодарны. Эти средства помогут нам продолжать делать новые видео, следить за новостями и выпускать для вас больше интересного контента. Также, если у вас есть какой-то вопрос о сериале, актерах или событиях, которые вас особенно интересуют, обязательно напишите его в комментариях. Мы будем читать ваши вопросы и по возможности отвечать на самые интересные из них в следующих видео. Номер карты для желающих поддержать нас
мы оставим в описании этого видео. Но самое главное, не чувствуйте себя обязанными. Даже ваш лайк, подписка, комментарий и просмотр для нас уже являются огромной поддержкой. Спасибо вам большое за внимание, доверие и за то, что остаетесь с нами. До встречи в следующем видео.